Ну, я приехал сюда уже по направлению с института. У меня был сын годовалый, 1 год. И здесь уже через 8 лет второй сын у нас родился. Вот. Сначала мы получили квартиру двухкомнатную, а затем расширение, вот это я получил 4-комнатную квартиру. Ну, этот город, я вам скажу, люди, которые до аварии приезжали и побыли 1 месяц всего, и они все вспоминали, что мы таких городов еще не видели. Это один случай городов был на Украине. Почему? Потому что на ровной площадке построен, и все вновь строилось. Поэтому все современно. Я окончил институт, и меня по распределению направили в Чернобыль. Ну а поскольку я уже был семейный, и ребенок был, значит, мне надо было, как молодому специалисту, выделить квартиру. А в Чернобыле таких фондов не было, чтобы можно было с чего-то выделить мне. И они меня решением исполкома, решением власти направили на атомную станцию. Вот тут я 15 лет и проработал. Значит, на то время, когда я пришел с армии, молодым мальчиком, которому было 21 год тогда, город у нас только начинал расти, начинал строиться. Здесь город очень молодежный. Средний возраст наших жителей было 26, максимум 27 лет. Я устроился служить вот именно сюда, в эту пожарную часть, которая на то время охраняла и город Припять, и Чернобыльскую атомную электростанцию. Дома росли у нас, сегодня поднялся, через месяц, через 2 смотришь, уже стоит дом новый. И молодежь заселялась. Квартиры мы долго здесь не ждали. Год, 2, 3, 5, и люди получали жилье. Инспекторский состав, который был в пожарной части, он занимался профилактикой по городу Припяти. И по строительству, и по торговле. У нас здесь радиозавод, очень много объектов строительных. Мы находимся в помещении городского отдела милиции города Припяти. Вот это место, где мы сейчас находимся, это рабочий кабинет начальника городского отдела милиции был. Вот город был молодой, в городе работали люди, которые были направлены из строительства других станций. Со всего Советского Союза. И будем говорить так, что люди жили не бедно. Не бедно. У нас в квартирах что-то было. Было очень много квартирных краж. Чем было хорошо работать нам, что все было компактно. Все компактно. И все новые, кто появлялся, участковые инспектора, было 12 участковых инспекторов. За время было, по-моему, 2 убийства. Тоже была служба такая, на тот час, как ОБХСС, это отделение борьбы с хищением собственности, это борьба с экономичными преступлениями. Тоже проводилась певная работа, потому что город строился, значит, были предприятия, особо развита сеть была торговая, соответственно, была работа и работников этих подразделений. По линии службы участковых инспекторов у нас очень много было общежитий. И в общежитиях проживала в основном молодежь. Город был молодежный, как уже говорили, что средний возраст где-то 27 лет. И необходимо было проводить профилактическую работу, то есть работу по недопущению совершения преступления. А я перед этим сказал, что был у нас и в структуре подразделения медицинский вытрезвитель. Соответственно, люди выпивали, что греха таить, было такое. Была служба, которая работала для того, с целью
изолировать категорию людей, которые были уже в состоянии алкогольного опьянения, их надо было изолировать, чтобы они не совершили преступления. Ну, я проработал почти 3 года, неполных 3 года. В этом плане, значит, город был спокойный. Да, были пьяницы, были семейные дебоширы, были мелкие хулиганы. И хулиганство это было. Вот. Ну, город был просто на такое небольшое количество населения и компактный город. Все-таки 120 человек работников милиции это было достаточно. У меня была девушка, невеста в Ленинграде, однокурсница моя, с которой учился вместе в Москве. Я периодически отсюда ездил туда регулярно, в Ленинград. А здесь были друзья, да, встречались в этой квартире, у них дома, общались, много читали, было модно читать в то время книги. Был хороший книжный магазин здесь. Я писал стихи, начинал писать даже, пытался прозу, играл на гитаре, сочинял песни. И очень много времени занимала учеба на атомной станции, потому что диплома для работы на атомной станции было мало, нужно было постоянно учиться, сдавать. Постоянные, регулярные были экзамены по разным поводам, медицинские комиссии, проверки. Приходилось в выходные дни ездить на атомную станцию, учиться, постоянно ходил с тетрадками. На станции я начал работать сначала на разных системах реакторного отделения, потом через год я стал одним из операторов главного пульта управления 4-го блока, БЩУ по-русски. А за 2 года до аварии я должность называлась старший инженер управления блоком. Это один из ключевых операторов на блоке, на пульте управления. Этажом выше жил оператор реактора 4-го блока Леонид Топтунов. Это человек, который вошел в историю человечества. По имени, может быть, его знают только специалисты, большинство не знает его имени, но это тот самый человек, который нажал кнопку, и реактор взорвался. Находимся в центральном универмаге города Припять. Это самый центральный, в центре, вот, очень насыщенный, богатый был. И мы здесь отоваривались, так сказать, тем, чем душа желает. Снабжение было хорошее, жаловаться не будем. Единственное, что поначалу, когда не было еще универмага, то доставка с пивом была плохая. Нас на работе сухой закон, вот, поэтому дисциплина. И если кого-то поймали на работе, у нас спирт на работе употреблялся, то выгоняли, и поэтому люди очень дисциплинированы были. Украина же тоже житница, хлебница, вот, все свое. Так что здесь Чернобыльский район, ну не Чернобыльский, но в Чернобыле тоже снабжение хорошее. Еще до строительства станции очень сюда ездили, так сказать, даже с Киева за продуктами, дешевле намного были. Так что кто-нибудь просто случайный человек сюда не попадет, он сразу отразится, его или уволят, или, так сказать, он сам уйдет.
потому что он не сможет работать. Если он не сдал экзамены, значит, его к работе не допустят. Вот. А квалифицированный, вот я, например, приехал с Луганской ГРЭС, я был там замначальника цеха, ну, приехал я уже, когда все должности были заняты, но мне предлагали, например, на 3-й, 4-й блок, 5-й, 6-й, так что рост для специалистов, желающих работать, был. Сейчас мы находимся в нашем любимом месте отдыха. Бассейн Лазурный, который очень любили и дети, и взрослые. Здесь детки после школы занимались в секциях, сдавали на разряд. Вела занятия здесь мастер спорта международного класса Тамара Баландина. Дети ее очень любили, ездили на соревнования, занимали призовые места. А мы, взрослые, вместе вот с сыном с моим, сын ходил, занимался в бассейн вместе с детками, ну а вечером иногда здесь просто плавал вместе со мной. И вот моя вторая дорожка, по которой минимум 4 года я ходила и отдыхала здесь после трудовых будней. Больно. Ну, коллеги, здесь нас было 3 врача, вот, и мы занимались контролем станции, занимались контролем внешней среды. И вот это сбросы, выбросы со станции, это все занимались мы. Мы постоянно ее контролировали. Не все было хорошо. Не все хорошо было. Было выбросы, не предусмотренные регламентом. Затем были аварийные, мелкие ситуации. Была и крупная ситуация, но не такого масштаба, как последняя. Помню, когда в реакторе, как оно там, подплавили стержни, нельзя было регулировать. Это самая крупная такая была за время работы. А то просто в основном то нерегламентированные выбросы в атмосферу. Вот. Ну, оно по ветру, потом на растительность, а потом скот кушает травку, а потом молочко пьют дети. Вот это мы контролируем. По проспекту Строителей 26 и квартира у меня тоже 26-я. Получила я буквально за 2 года до нашей всемирной и известной Чернобыльской катастрофы. Здесь мы прожили 2 годика только. Все у нас уже тут было, все купили. Жили втроем жена, я и маленький сын Саша. Дитё было маленькие, 2,5 годика. Для нас это был, конечно, не то что сильно, а это удар, который, наверное, нельзя его объяснить, потому что и жена моя, и я, и мой ребенок, мы все родились здесь, мы здесь местные люди, мы здесь выросли, здесь жили рядышком, в селах, здесь работали, служили, воспитывали своих детей, ходили в школу и так далее, в садики.
Возможно, потому что я ехал с мыслью отсюда побыстрее уехать, поближе к невесте, которая была в Ленинграде. Я ходил на прием к директору атомной станции к Брюханову с этим вопросом. Он спросил, почему я хочу отсюда открепиться, тогда это так называлось, чтобы не потерять права молодого специалиста. Было такое в советском законодательстве. Я вот хотел это сделать официально. Не просто бросить и уехать, а с разрешения согласовать это с руководством атомной станции и с руководством нового места, куда я хотел переехать. Директор меня спросил, почему я так хочу сделать. Я ответил, что у меня есть невеста в Ленинграде, я хочу туда уехать. Он посмеялся, я вспылил, я просто ушел, хлопнул дверью из его кабинета. Больше этот вопрос не поднимал, это было в самом начале, в первые дни после моего приезда в этот город. Потом просто я привык, узнал город больше, мне стало нравиться. В этом Дворце культуры в городе Припять в 1985 году состоялась церемония бракосочетания моего с моей женой. Тогда моя невеста Галя приехала из Ленинграда, мы с ней учились раньше в Москве в одной группе, однокурсники были. Она приехала на это событие вместе со своими друзьями, у меня здесь были свои друзья. И вот, собственно, это знаменательное событие в моей жизни, но знаменательно еще тем, какие друзья были здесь в то время. В Припяти была традиция, молодожены на машине объезжали вокруг города. И вот в тот день нас возил на своей машине вокруг города Александр Акимов. Еще у нас в гостях был в тот день Леонид Топтунов. Это два человека, два оператора, которые в ночь 26 апреля были на 4-м блоке, проводили испытания. Леонид Топтунов был оператором реактора, Александр Акимов руководил испытаниями в ту ночь. Ну, они оба погибли от переоблучения. Собственно, вот еще один момент, кроме, собственно, самой свадьбы, это еще то обстоятельство, которое придает большего веса, значения этому событию. У нас было тихо в городе. У нас никакой такой криминогенной ситуации не было, поэтому дети ходили в школу сами, и со школы ходили сами. Гуляли на улице, на площадках с ключиками на шее. Вот так росли наши дети. Сын у меня закончил среднюю школу, и на момент аварии он был в 10 классе. Как и все его сверстники, они остались без выпускного балла, без выпускных экзаменов, потому что просто уже город весь был эвакуирован. Что много молодежи. Здесь очень много детей было. Здесь третья часть дети были населения Припяти. Ну, родительские собрания я. Меня жена сказала, коль 2 сына, то и занимайся ими. Когда я пришла сюда на работу, мне было 27 лет. До этого я работала на скорой помощи, медсанчасти здесь с самого начала, с 1972 года. В этом кабинете я
и врач-психиатр-наводчик работали с 1975 года. Вот сохранились не только мои журналы и тетрадочки, заполненные мной. Вот сохранились даже мои туфли с моих молодых лет. В принципе, я шел сюда, зная, что это опасное производство. И, например, не менее опасно, как шахта. Я считал, что это моя работа. И самое главное, выполнять свою работу качественно, соблюдать технику безопасности. И тогда, как говорят, нормально все будет. А если этого не верить, так те, кто не боялись, те не приезжали сюда работать. И я домой пришел где-то около часа ночи. Вот, в апреле 1986 года была очень жаркая погода, где-то за 25 градусов. Уже ходили в теннисках, очень жарко было. Вот, я пришел домой, жены дома не было. Дома были только мои две девочки. Одной 5 лет, одной 11, 12 не было лет. А жена поехала в Киев провожать тещу. Теща была у нас, и сделали операцию. Я поставил чайник, помню, на кухне. Вот. Зашел до девочек в комнату, в спальню. Вот комната вот там находится крайне. Было жарко, я окно открыл. А напрямую видно была труба атомной станции. И механически посмотрел на часы. Где-то час 20 было примерно, час 15. И в это время какой-то сильный такой взрыв прогремел. Думаю, самолет взял звуковой барьер. И буквально минут через 10 позвонил мне дежурный. Дежурит по городелу Шевченко Яша Яков Николаевич, там младший лейтенант тогда был. Вот, и докладывает: Василий Андреевич, на атомной станции взрыв. Это ВПЧ-2? Да. Что у вас там горит? Взрыв на главном корпусе, между третьим и четвертым. А там люди есть? Да. Пожарная охрана. Алло, Иванков? Да. Значит, вы выезжаете в Припять? Алло? Да, я слышу. На атомную станцию выезжаете. Там третий и четвертый блок горит крыша. Дело в том, когда случилась авария, мы были занесены на пульт станции атомной. И нас подняли, авария случилась в 1:30 с чем-то. Я уже в 2 часа с чем-то был на станции. Мне вызвал начальник и мой главный врач. Вот бери машину, скорую помощь, и езжай, уточни, что там случилось, как и к чему, и нам доложишь. Ну, я поехал там, занимался профилактикой, йодной профилактикой персонала, чтобы щитовидную железу. Я работал в цехе автоматики и измерений, вот, а лаборатория это по ремонту прибора, которая лаборатория в цехе обслуживала систему управления защиты реактора, это была, как говорят, не моя парафия, а другое подразделение было. Но поскольку мы все в одном цехе, значит, могу сказать только одно, что реактор сам конструктивно был недоработан. Недаром академик Легасов застрелился, те, которые разрабатывали этот реактор. Поэтому конструктивно он был несовершенен, и системы защиты, соответственно, тоже были не полностью выполнены, что и привело к комплексной, так сказать, и конструкция, и технологической защиты, и плюс человеческий фактор привели к этой аварии. Операторы говорят, что они получили от конструкторов реактор без тормозов, и реактор взорвался тогда, когда была нажата красная кнопка аварийной остановки реактора. Эта кнопка фактически является тормозом для реактора. Тормоз, вместо того, чтобы остановить реактор, привел к взрыву.
Конструкторы, проектанты говорят, что да, у реактора были в проекте недостатки, дефекты, но это именно операторы из-за ошибочных действий привели реактор в такое состояние, когда проектные недостатки реактора вылезли боком и проявились в виде взрыва. Я работал оператором, но по образованию я конструктор, проектировщик ядерных реакторов. Я понимаю и тех, и других. После аварии я переквалифицировался в журналисты, отошел и от проектантов, и от операторов, и посмотрел, имел возможность посмотреть на проблему со стороны. Я эту проблему изучал много лет. Я считаю, что больше правы операторы. Главная причина взрыва – это недостатки в конструкции реактора. И перезвонил начальнику КГБ, Кличко Виктор Николаевич, начальник КГБ. А он жил через дорогу от райотдела. Он минут через 5 подошел. Я сел за руль Волги, служебная машина Волга была. Сел за руль Волги, и мы поехали. И когда мы переехали через мост и повернули в сторону туда атомной станции, там управление строительства налево, и мы попали в полосу, какая-то, как туман, не туман, как сгущенное молоко. Практически ничего не было видно. И там где-то метров 300, наверное, была эта полоса, но мы ехали как с закрытыми глазами. Где-то несколько минут мы эту полосу проехали полосу, вышли, и вот это страшилище, значит, из 4-го блока что-то неестественное такое, свечение какое-то, светло, и битум плывет по стенке. И так стоим, мы тогда не могли себе представить, что могла быть такая авария, и что мог подняться уровень радиации. Я понимал, что это случилось, особенно когда узнал, что раскрылся сам реактор. А сам реактор – это вся таблица Менделеева, оттуда ушла. Вот. Ну, а что, наша такая была работа, мы здесь. Медики для того и были созданы. Принимали, эвакуировали, на Москву посылали пораженных, которые... Затем этих же пожарников отправляли то же самое. Ну и сортировали их, кто там больше, меньше. Разворачивали госпиталь, контролировали транспорт, давали указания, там, чтобы переодевали их на станции, чтобы в той одежде они не поступали в медсанчасть. Мытье города с порошком совсем производили, ну, так, чтобы немного это дело, так сказать. Значит, наша задача, мы уже приехали, когда вот эти все ребята, которые уже погибшие, они уже были там. А мы приехали потом с Припяти. И выполняли свои обязанности согласно наших расчетов и штатного выполнения задач. Значит, моя задача была тушить очаги пожара, которые возникли на машинном зале 3-го и 4-го энергоблока. Задача была следующая: подсоединиться к сухотрубам, там у нас были сухотрубы на кровлю машзала. Местами она была проваленная, повреждена и так далее. И подавать туда воду. Что мы и делали, выполняли вот такие задачи. Пока это все не ликвидировали. Начальник КГБ говорит, давай а замдиректора по безопасности тоже был работник КГБ. Говорит, давай зайдем к нему, я, кажется, с ним говорил, он, кажется, сегодня вроде должен быть ответственным. Мы зашли к нему, говорим, что такое, он спрашивает, говорит, хрень его знает, не знаем, что это такое. Когда заходит след, где-то через несколько минут, Брюханов Виктор Петрович, директор атомной станции, говорит, давайте зайдем ко мне в кабинет. Мы зашли к нему в кабинет, а его кабинет такой большой, и от стола с левой стороны датчики стоят. 4 датчика на каждый блок, и показано количество вырабатываемой электроэнергии. Он говорит, 4-й датчик не работает, я говорю, значит, серьезные какие-то разрушения на 4-м блоке. В это время к нему забегает, в прямом смысле слова, дозиметрист, вот, в этом самом противогазе, в этом самом противогаз, и этот прибор ДП-5В. Говорит,
срочно, каже, в укрытие противорадиационное, потому очень высокий уровень радиации. А под атомной станцией укрытие. Мы туда спустились, и в это время подъехал тоже прокурор Полищук Дмитро Степанович, прокурор Припяти. Мы спустились туда вниз, а там телефонная связь, аппаратура разная. Оттуда можно было позвонить в любой конец на тот час Советского Союза, значит, по прямому номеру. Я звоню дежурному, говорю, так, я нахожусь на атомной станции в противорадиационном укрытии. Дай мне номер телефона начальника главка. А начальником областного управления милиции Корнейчук Владимир Михайлович был. Вот. Я набираю его номер телефона, но он, ты говорит, о чем ты говоришь? Я говорю, срочно, говорю, давай. Ну, уже там по-мужски я высказался. Было уже где-то, мы там пробыли где-то минут 30-40, прошло время, пока мы спустились. Я набираю уже где-то 3-й час, наверное, ночи был. Трубку взяла жена начальника главка, а я ее так немножко знал. Говорю, так и так, говорю, дайте Владимиру Михайловичу трубку. Она говорит, я чего трубку? Что такое? Я говорю, серьезная авария на атомной станции. Ну вот он, как раз он с просонья, я ему докладываю, он говорит, ты говорит, о чем ты говоришь? Ты, говорит, даешь себе, ты отчет, даешь, что взорвалась, я говорю, взорвался 4-й блок. Ты даешь отчет или нет? Я говорю, да, даю отчет. Ты говоришь, в своем уме. Я говорю, в своем уме. Кажу, вот рядом прокурор, дай трубку прокурору. Прокурор ему говорит, так и так, говорит, да, вот такая вот ситуация. Значит, мы находимся на атомной станции, серьезная катастрофа, трагедия там. Часа в 4 я приехал, практически весь личный состав собрался на месте, вот, в ленинской комнате. Вот. Я замов запросил к себе, говорю, что будем делать? Ну что делать? Ну так, прикинули, ну, люди утром проснутся. Если информация уже пойдет, что авария, радиация, могли быть и массовые беспорядки, ну что, и мародерство, что угодно могло быть. Я не знал о том, что случилось ночью. Я увидел разрушенный блок просто из автобуса. Это вызвало у меня недоумение, непонимание, зачем нас сюда привезли. Потому что разрушения были настолько большие, что мне казалось, что это братская могила и там больше нечего делать. Но оказалось, что в тот день для нас, для операторов, вообще для работников атомной станции было на 4-м блоке очень много важной и нужной работы. Наравне с пожарными операторы тушили огонь в разных местах блока. Нужно было устранить новые пожары, новые взрывы, новые разрушения, поражение людей горячим паром, горячей водой, электрическим током. Нужно было во что бы то ни стало подавать воду в реактор для его охлаждения. И это нужно было делать до тех пор, пока не было понятно, что случилось с реактором, в каком он состоянии. Нужно было найти пострадавших, пропавших людей. Не нашли одного человека. Один человек остался внутри саркофага, и вот по сегодняшний день он остается где-то там. И вдруг звонок в 7 утра. Случилась авария на станции. Будьте добры, срочно на работу. Я пришла в стационар-терапевтическое отделение, в которое мне дали 6 больных. 2 женщины, Лауконина и Игнатенко, и 4 мужчин. Я работала с ними. Мы им
Мыли, чистили, ставили капельницы, кололи уколы. Лица у них обрабатывали кожные покровы, потому что у них были ожоги сильные на лице, на руках, на всех открытых участках тела, которые только были. Дело в том, что было жутко просто. Была кровля, маржала была обрушена, были очаги пожара, куски графита там валялись. Все это, графит валялся, бетон, все, что летело с блока, оборудование всевозможное. Ну, жуткая картина была. Как, сразу так его в двух словах не объяснишь, потому что главное, что огонь убрали, остальное все уже шло по плану, как уже все, как командовало высшее руководство, которое уже было, приехали из Киева, высшие руководители. Очень было тяжело. Лежали ребята пожарные, которых привозила скорая помощь. Попал туда же, в это число, попал наш врач Белоконь и водитель Гумаров, которые первые выехали скорой помощью на первый вызов на станцию после аварии. У них были признаки психоза, это проявление лучевой болезни, ожоги, само собой. Вот мы с ними 12 часов, с 7, считая ранку, до 9 вечера, я была с этим. Они просто пошли отсюда с АБК-2, с этой стороны, Леш, с этой стороны зашли. Наши, мы заехали с маршзала оттуда, мы так и тренировались, и на нас это было отработано, куда и заходить, и как. Они отсюда, а это была ночь, ничего не видно. Они пошли там, где горело, и так оно все и произошло. Есть в лучевой болезни, есть второй период. Это период скрытой симптоматики. И вот именно этот период, когда больной, пораженный лучевыми источниками, когда этот больной где-то начинает понимать, что он в больнице, что ему было плохо, ему становится очень хорошо, вся симптоматика исчезает. И он, претензии, у него единственные претензии к врачу, что его не выписывают домой. Отпустите, я здоров, у меня ничего уже не болит. И вот очень тяжело было уговаривать. Мы как раз вот этот второй период лучевой болезни мы видели сами на больных. Они все обвернулись, их раздели, они лежали под простынками. Они заматывались в эти простынки, выходили и требовали: отпустите нас домой, дайте нам одежду, иначе мы уйдем. Просто так, как стоим, вот в этом, прикрытые этими простынями. Нам очень сложно было уговаривать, но этот период длился в связи с тем, что было очень сильное поражение лучевое, поэтому он длился не очень долго. И наших больных, в том числе и моих, 6 больных отправили самолетом ночью в Москву, в 6-ю клиническую больницу. Наша медсанчасть работала от 3-го главного управления Минздрава СССР, поэтому отправляли больных непосредственно мы. Ни Украине, ни Киеву мы были не в подчинении. Мы отправляли прямо на Москву. Очень многие не вернулись. Понял, когда людей вывезли, и я, когда приехал уже с оборудованием, и понял, что першит в горле, слюнотечение, это все загазованность. Потом, когда я посмотрел, можно сказать, по телевизору, я не был на станции после приезда до аварии,
разрушения, сколько информации было, сколько выброса, и если 130 тонн в реакторе, и там неизвестно сколько осталось, вот, это говорит о том, что мы сюда никогда не вернемся. Это только те, которые не работают, могут, так сказать, понимать, что может они вернутся. Людей там на 3 дня давали, это все, так сказать, для успокоения. И вот я, если читать книги тех, которые специалисты по ядерной безопасности, они людей просто обманывали. Самым настоящим образом обманывали. И наверху вот эти нашего Совета Министров, они просто боялись ответственности. И директор тоже докладывал в Москву неправду. Он боялся тоже ответственности, но, как говорят, то, что случилось, он уже не вернешь. Поэтому я, как работник станции, понимал, что мы сюда не вернемся. Стронций и цезий, он распадается через 37,5 лет. А изотоп уран, он через 500 лет. Поэтому здесь было все ясно. Ну, знали, специалисты знали, персонал станции знали обо всем, что это и как. Но основное население они не знали. Основное население только когда начали разносить йодистый калий для профилактики щитовидной железы, тогда они тоже насторожились, что тут это довольно серьезно. А так дети, матери в колясках с детьми. У меня сын кросс сдавал, в профтехучилище занимался. А меньшие на крышу вылазили, смотрели, что же там такое произошло. Так что... А мы на работе с женой. А перед этим, когда собирали, я был как раз в приемной первого секретаря, а этот представитель, я был свидетелем, как он говорил с Горбачевым. И он докладывает: да, Михаил Сергеевич, очень большой уровень радиации. Да, необходимо людей эвакуировать. Ну, что-то там дебаты вели. Ну и потом приняли, видать, решение об эвакуации. Под конец 26-го и сказали, что на завтра надо людей оповещать о том, что, значит, временно, на 3 суток людей надо вывести из города. Нам таблетки, йодистые таблетки, нам даже в стационаре до 6 часов вечера никто не предлагал. То есть все еще была закрытая информация, и мы не могли знать, что уже их давно надо было принять. Когда я пришел на свое рабочее место утром на пульт управления 4-го блока, мне сразу коллега сказал, что вот в этом месте уровень радиации составляет 800 микрорентген в секунду, не в час, а в секунду. Я сразу же пересчитал, что это ровно в 1000 раз больше разрешенного уровня для операторов. Это меня очень впечатлило, это было потрясение для меня, это очень много. Но оказалось, что в других местах, на 4-м блоке, где мне приходилось бывать, было еще хуже. То есть это было самое чистое место за пультом в тот день для меня, в других местах было хуже. Что из моей смены, которая пришла утром на блок, заболели, получили лучевую болезнь в результате облучения. Большинство моих коллег, я получил дозу облучения 1,2 зиверта, 1,2 зиверта. Это уровень достаточный для лучевой болезни, но почему-то медики у меня этого диагноза не обнаружили. Я обошелся без этого диагноза, без лучевой болезни. А остальные очень многие заболели. При мне моего начальника смены блока, по сути это главный человек на блоке, у него была рвота, было очень плохое самочувствие. Но тем не менее он оставался на блоке, и около 11 часов дня, когда уже было понятно, что реактор разрушен и подавать воду туда нет смысла, и нет смысла оставаться нам на блоке, он отдал команду всем покинуть 4-й блок, всем уйти из блока. На блоке остались 2 человека на пульте. Он как наивысший по рангу оператор, и я как, скажем так, второе лицо. В 4 часа я ушел с 4-го блока. Я нажал последнюю кнопку, так получилось, что я оказался последним оператором, который что-то нажимал на 4-м блоке. Ушел с блока, и больше я туда не возвращался в качестве оператора. Я там был как журналист, но не как оператор. Большой проблемой для Советского Союза была секретность в самых разных сферах. Не исключением была и атомная энергетика. Дело в том, что те изъяны, дефекты в проекте реактора, которые оказались причиной взрыва, они были фактически засекречены до аварии. Конструкторы о них знали, от операторов это было скрыто. И фактически операторы работали
не зная полностью характеристики реактора, потому что от них это скрыли. Поэтому йодистая профилактика наших жителей города началась где-то с 7-8 вечера, когда в 6 часов немножко рассекретили эту информацию о катастрофе о нашей. Тогда уже всех вызвали медиков и отправили по домам, по квартирам разносить йодистые таблетки, йодистую профилактику. Вот это единственное. А мы, честно говоря, мы просто выполняли свою работу. Испугаться мы не то, что не успели, мы даже не могли и подумать. Моя жена в тот момент была беременна. Она находилась в Ленинграде, к счастью. Была не в Припяти. Это очень хорошо. Она собиралась приехать с подружками на 1 мая. Я им после того, как отработал смену 26 апреля на 4 блоке, вернулся в Припять и отправил телеграмму, что на 1 мая нельзя приезжать. Я не мог написать, не надо приезжать. Я не мог написать ничего об аварии, потому что телеграмма просто бы не ушла, КГБ не пропустила бы. И 27-го я объявили эвакуацию города, и я по нашей гражданской обороне обязана была из дому идти в пункт нашего сбора, то есть в пункт медсанчасти. Медсанчасть эвакуировали тоже в тот же день. Было сделано объявление по местному радиовещанию о том, что так и в связи с аварией необходимо будем, значит, население будет временно эвакуировано, с собой взять вещи, необходимые вещи и продукты на 3 дня. Было задействовано очень большое количество транспорта, автобусов, машин для вывоза людей. Ну, началась эвакуация. Эвакуация проводилась следующим образом. Подъезжает автобус садится работник милиции один с Припяти, потому что знали расположение улиц, знали расположение домов, и работник милиции, которые были уже, значит, задействованы для обеспечения общественного порядка. И подъезжали к дому подъезжали, начиная с 16-го поверха, например, и до 1-го в каждую квартиру стучали. Усадили всех в автобусы, отправили колонну автобусов вместе, и скорая помощь тоже поехала вместе с нами в Полесский район. Уже тогда нам стало известно о том, что мы больше никогда туда не вернемся. 26 числа с утра до вечера я был на работе в день аварии на атомной станции. Настроения в городе я не видел, я просто не знал. Вечером я приехал, я встречался опять же с друзьями, которые тоже работали на атомной станции. В городе была спокойная
такая умиротворенная обстановка, не было никакой паники. Разговоры были о том, что же случилось, что могло произойти. На следующий день я с утра опять уехал на атомную станцию, работал уже не на 4-м блоке, а на 3-м блоке целый день. И 27 апреля вечером я вернулся с атомной станции в город, в пустой город. Город был эвакуирован. Мы, операторы, остались в городе, нас не эвакуировали, нам велели остаться, и мы остались в городе еще на несколько дней. Некоторые были почти до середины мая. У меня была эвакуация 29 апреля в 3 часа ночи, когда уровни радиации в городе сильно ухудшились, и уже нужно было эвакуировать. Конечно, я и про детей забыл, что такое дети. И такая ситуация. В кабинете звонок, а Бердов, замминистра, в кабинете. Слышь, какая-то девочка звонит тебе. Я вспомнил, что девчата мои дома. Взял трубку, а Люда говорит: папа, что делать? Люди ж куда-то уже что-то бегают, собирайся. Я говорю: елки-палки, что сейчас же? Забыл про детей уже. Началась эвакуация. Значит, зрелище страшное. Я говорю, когда смотришь фильмы, когда эвакуацию показывают, воспринимается не так. Вот у меня в памяти, когда возле одного из домов идет молодая женщина и 2 девчушки, лет по 5, наверное. В одной руке сетка большая, в другой какой-то тоже кулек. Они плачут, она их тянет. Скоро домой приедем, идите, давайте быстро, знаете. Я больше всего скучал, почему? Потому что это моя родина. Здесь за 18 километров я родился. Вот. И здесь же я уже работал. И потом здесь я уже формировался как специалист. Вот. И мне жалко, почему? Потому что и мать выселили. Вот. И меня отсюда выселили. И сейчас ностальгия по этому делу преследует всегда. Честно говоря, когда была эвакуация населения, потом операторов, была надежда, что это временно. Но в глубине сознания я где-то понимал, что это, скорее всего, навсегда. Мы любили очень свой город и до сих пор его любим. Но сами видите, уже любить особо нечего теперь. Мы ждали чего-то еще лучшего. Но как теперь мы понимаем, что, наверное, лучше, как было здесь, нам не будет нигде. Душа болит, но ничего мы не можем уже сделать. Мы понимаем реально ситуацию, но никогда не можем забыть этого.
Thank